Финансовый мир лихорадит из-за экономических кризисов. Транснациональные корпорации поглощают частный бизнес, а люди для них становятся рабами. Государства ввязываются в многолетние кровопролитные войны. Мир, который мы знали, окончательно сошел с ума. В нем осталось место только для денег. Так в чем причина непрекращающихся войн? Кто дал старт бешеной гонке за деньгами? И кто распоряжается нашими жизнями? Смотрите уникальный проект РЕН-ТВ «Темное золото». Начало 20 века. Германия начинает Первую мировую войну. Японский император Хирохито подписывает секретный финансовый пакт с Великобританией. Китайский золотой запас династии Гоминьдан отправляется в США. Могущественный клан Ротшильда запускает федеральную резервную систему. Золото Российской империи крадут в годы гражданской войны. Как связаны эти события? Сколько раз на карту была поставлена судьба всей цивилизации? Почему империи не остановились после кровавой бойни и продолжили бороться за мировое господство? Зачем были взорваны башни-близнецы в Нью-Йорке? И при чем тут китайцы? Когда начнется Третья мировая война? Смотрите прямо сейчас. Сколько стоит апокалипсис? Если долларов не хватает на всех, значит их надо напечатать. Американские дипломаты давали тайно авансы Гитлеру, что Америка поддержит Германию в случае войны с большевиками. Но кто отдает приказ запустить печатный станок? Вся задача этого небольшого клуба людей – сохранить свою власть, и, прежде всего, для того самого золотого миллиарда, к которому причислены, так сказать, прежде всего, англосаксы. Какие задачи были поставлены перед Гитлером? Он очень увлекается этой политикой, и он решил, я буду стать политиком, буду бороться против евреев, буду бороться за свободу в Германии. И кто на самом деле объявил людям войну? Масоны сами любят прикрываться всякими эзотерическими штучками, которые непонятны людям. Почему в 1953 году убили Сталина? Россия была опасностью и противником для всех, и для Западной Европы. Кто, когда и зачем придумал мировые войны? Создать золотой миллиард и жить тут красиво и счастливо с золотым миллиардом, а остальных 6 миллиардов пустить под нож каким-то образом. Сколько стоит апокалипсис? Европейские империи после научно-технической революции, индустриализации, урбанизации и демографического взрыва наращивают производство и финансовые обороты. Германии, Австро-Венгрии, Франции, Великобритании катастрофически не хватает людских и сырьевых ресурсов. Никто не скрывает амбиций на политическое и экономическое господство в Европе. Страны штампуют оружие и мобилизуют армии. Европа на грани войны. Кто выстрелит первым? Из учебников истории нам известно, Первая мировая война началась 28 июня 1914 года с убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда убил 19-летний сербский террорист Гаврила Принцип. Австро-Венгрия объявила Сербии ультиматум, ввела войска и начала обстрел Белграда. Российская империя вступилась за сербов. В ответ Германия объявила войну России, Франции и Бельгии. Эксперты утверждают, без гениального кукловода на мировую войну не решилось бы ни одно государство. Так кто же приговорил человечество к смерти? Масоны сами любят прикрываться всякими эзотерическими штучками, которые непонятны людям, и которые из-за которых, так сказать, такое, как бы пренебрежение. Тешатся люди там ерундой, и черт с ним, пусть тешатся. Ничего подобного.
Европейские масонские ложи, определяя путь империи и финансовое благополучие узкого клана семьи Ротшильдов, в начале XIX века сливаются с иллюминатами. Тайные ордены нуждались друг в друге. Первым требуется свежая кровь и светлые головы, вторым – деньги и максимальное проникновение во власть. На высочайших уровнях, на 32-й, 33-й ступенях, иллюминаты проникли в свободное масонство. Они пользовались завесой секретности. Секретные рукопожатия, клятвы с целью скрыть самые жестокие деяния в истории человечества. Иллюминаты с первых лет основания заявили о своей особой стратегии. Наша задача – отвлечь внимание толпы, а значит управлять массами. Я предлагаю стравить наших должников в затяжную войну и выдавать кредиты. А когда война закончится, мы сможем взять их голыми руками. Ну уж нет. Война – дело крайне хлопотное. Не легче ли перейти к промышленному кризису? А там и до финансовой паники недалеко. Господа, не забывайте, наша главная задача – заставить людей убивать друг друга. Мир перенаселен. Должны остаться только бедные, наша обслуга и мы. Несколько миллионеров. А значит, мы должны любыми путями создать мировое правительство и утвердить новый мировой порядок. А диктатора для этого дела мы найдем. Общественность о новом мировом порядке узнала случайно. В курьера, перевозившего документы, ударила молния. При осмотре полицейские обратили внимание на странный манускрипт. Позже священник Агюстен де Брюэль опубликовал книгу «Заметки об истории якобинства». В ней святой отец прямо указал: Великую французскую революцию организовали иллюминаты. Здесь ни капли вранья нет. Все революции совершались иллюминатами. Французская, Робеспьер, там, Дантон и так далее. Да, Марат – это иллюминаты. Однако во время самой французской революции иллюминаты ушли глубоко в подполье. Их штаб-квартиру в Баварии разгромили. Вхождение в масонскую ложу стало для иллюминатов не только спасением, но и прорывом к власти. Что такое иллюминаты? Иллюминаты – это самые посвященные, самая высшая прослойка в любом закрытом обществе. В любом закрытом обществе. То есть иллюминат может быть в Коммунистической партии Советского Союза, в Республиканской партии, в Экономическом союзе, в братьях-мусульманах, в масонах, в розенкрейцерах. То есть высшие градусы посвященческие, они имеют свое общее название – ОЦИ. Орден Кавалерий Иллюминати. Объединенный орден возглавил итальянец Джузеппе Маззини. Его спонсировал Кальман Ротшильд, владевший всем итальянским полуостровом. Клан Ротшильдов постепенно захватил многие европейские страны, в том числе и Италию. Главное обновленного тайного общества стал Джузеппе Маззини. Он был главой всего свободного масонства в Европе. Догадаться о тайном клубе напрямую невозможно. Все знают, что есть масоны и иллюминаты. Некоторые клубы и вовсе открыты. Приходи, знакомься с историей, читай книги, делись мнениями. Все это прикрытие. Целая система ложных клубов и якобы тайных сообществ существует и по сей день. То есть нас отвлекают, структуры отвлекают внимание, отвлекающие внимание на себя. И никто не знает, что, например, раз в год 10 богатейших людей мира собираются на одном острове в Карибском море и целую неделю там отдыхают. Ну, отдыхают просто. С семьей, с внуками, с правнуками. Ну, и такие имена, как Дюпон, Морган, Пенгеймер, Тайнс, которые не входят в журнал Forbes. Тоже очень интересно. Журнал Forbes называет богатейших людей мира. Но мы никогда не увидим там фамилию Оппенгеймер, например.
Сегодня имя Джузеппе Мадзини знает каждый итальянец. Он считается одним из самых ярких политиков Апеннинского полуострова. Мадзини проповедовал свободу личности и национальное освобождение не только для Италии, но и для всей Европы. Это всего одна сторона медали. Именно Мадзини придумал и разработал новую стратегию порабощения мира. Вот фрагменты письма Джузеппе Мадзини сатанисту Альберту Пайку, суверену-гроссмейстеру шотландского круга вольных каменщиков в южной юрисдикции США и основателю Ку-клукс-клана. В письме от 22 января 1870 года Мадзини пишет о новом мировом порядке. Пункт 20. Наша цель – мировое правительство. Необходимо создавать огромные монополии, поскольку только крупные состояния пойдут до конца с доверием к своим правительствам в день после великого политического банкротства. Пункт 22. Надо заставить людей убивать друг друга так, чтобы в мире остался только пролетариат и несколько миллионеров, преданных нашему делу, а также достаточно полиции и солдат для защиты наших интересов. Пункт 23. Назвать это новым порядком. Назначить диктатора. 20 лет спустя с этим планом мог ознакомиться любой желающий. Британское издание «The Truth» «Правда», которое финансировал масон Генри Лабушер, в 1890 году на Рождество опубликовало памфлет «Сон Кайзера». На карте были вместо империй были показаны всевозможные республики от севера Европы до юга. Всевозможные республики, над всеми ними фракийский колпак, это масонский символ, свет сияющий, то есть это знак иллюминатов. Иллюминаты от слова иллюминировать, освещать. А вот всем, значит, республички, а Россия – Russian Desert, русская пустыня. Значит, там должно быть все зачищено. Публика тогда лишь посмеялась, а верхушка тайного правительства получила сигнал. Никто о переделе мира всерьез не задумывался. А значит, план Мадзини можно начинать. Масонские группы Англии, Франции и позже Америки решили устроить большую европейскую войну. Цель ее – получение рынков сбыта и устранение германских конкурентов, потому что экономика Германии уже приблизительно с 1895 года начала успешно конкурировать с британской и даже опережать. Качество германских товаров было гораздо лучше, чем британских. Сомнения в превосходстве Германской империи у Мадзини не было. Он считал, царская Россия быстро перейдет под контроль тайного ордена. Россия была опасностью и противником для всех. И для Западной Европы. Англия традиционно считала своим главным противником Россию. Франция, как вы знаете, наполеоновские войны и так далее. Германия, тут вообще уже нечего говорить. Италия то же самое. Российскую империю собирались использовать как пугало для остального мира и как сырьевую базу с неограниченными ресурсами. Все во благо теневого правительства. Ведь многие забывают, что к 1912, даже не 14 году, к 12 году Российская империя выходила на первое место в мире в экономически. То есть понятно было, что эту экономику надо было ломать. Даже при помощи войны. Имперскую экономику России. Ее сломать. Удар по самой крупной добыче в этой войне царской России нанесли и с востока. В бой вступила Япония. Была ли возможна японско-русская война без западных денег? Совершенно невозможно. Вы совершенно правильно сказали, что для того, чтобы вести войну с крупным государством, необходимы крупные средства. С этой целью Япония заключает в 1902 году союз с Великобританией. Интересный союз, который предусматривал крупные финансовые займы именно на вооружение Японии.
Стоит ли теперь гадать, почему Германия, подбиваемая иллюминатами, так настойчиво требовала начала войны? Первая мировая не только повод брецать оружием. Война – это начало становления нового мирового порядка. Но чтобы поддержать этот мировой порядок, нужны деньги. Большие. Очень большие деньги. Политика – это концентрированная экономика. Вот. И искать в чем-то некую такую политическую подоплеку, особенно в войнах, это совершенно неправильный подход. Обычно за этим стоит железная экономика. В это время на другом конце света в США создается Американская федеральная резервная система. Дата основания 23 декабря 1913 года. Ровно за полгода до начала Первой мировой. Совсем немногие знают. Первым и самым крупным акционером системы стал вовсе не американский миллиардер Рокфеллер, а европейская семья Ротшильдов. Семья Рокфеллеров обладала невероятной властью в Америке за счет обладания практически полной монополией на продажу нефти. Тем не менее, семья Рокфеллеров финансировалась Ротшильдами, и европейские банкиры объединили свои ресурсы с ресурсами Рокфеллеров для формирования системы Федерального резерва. Основатель династии Ротшильдов Майер Амшельбауэр, это настоящее имя первого финансового магната, рассредоточил 5 своих сыновей в ведущих европейских державах – Германии, Австрии, Англии, Италии и Франции. Семья Ротшильдов стала первой многонациональной корпорацией в Европе. А после организации Федеральной резервной системы власть магнатов опутала практически весь мир. Семья Ротшильдов стала, по сути, первой транснациональной корпорацией в мире. Они проникли в разные страны, взяли контроль над денежными поставками и стали скупать все национальные ресурсы. Все необходимое, чтобы производить продукты питания, лекарства, энергию, объекты инфраструктуры. Они делали инвестиции в такое количество сфер, что они смогли получить полный контроль над нацией и ее людьми. Ротшильды заранее обезопасили свои деньги и бизнес от непредвиденных ситуаций. Тогда никто не знал о войне, кроме тех, кто собирался ее начать. Первый американский миллиардер Рокфеллер убедил правительство США в необходимости создания системы Федерального резерва, главными акционерами которого станут Ротшильды. Но президент, сенаторы и губернаторы штатов были уверены, именно они управляют системой. Например, теоретически Конгресс может изменить закон о Федеральном резерве и принять решение, что право на эмиссию есть только у федерального казначейства, а не у ФРС. Но пока такого не было. За всю с будущего года столетнюю историю ФРС. Небольшой клан акционеров печатает банкноты Федерального резерва, доллары, и одалживает их казначейству США. Американцы платят проценты за право пользоваться этими деньгами. Это значит, федеральная система может напечатать столько денег, сколько захочет. Первая мировая война стала выгодной для Америки. Она безмерно кредитовала союзников. Уже к июню 1919 года общий долг Европы вырос до 24 миллиардов долларов. А значит, Ротшильды озолотились на войне, которую сами же и развязали. Результаты Первой мировой оказались непредсказуемы. В ней никто не победил. Империи развалились на обособленные государства. План иллюминатов не сработал. Россия не стала пугалом для Европы. Царская империя переключилась с обороны границ на внутренние проблемы. На европейском континенте установился шаткий мир. Ненадолго, но об этом еще никто не знал.
После войны разоренная экономика Европы столкнулась с проблемами золотого стандарта. В 1776 году экономист Адам Смит опубликовал исследование о природе и причинах богатства народов. На этот труд несколько веков опиралась вся мировая экономика. Главная мысль исследования – деньги должны подкрепляться золотом. Деньги любой страны представляют собой мерило стоимости в соответствии с тем, насколько находящаяся в обращении монета содержит количество чистого золота. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов, 1776 год. Джентльмены, до этой войны, которую развязали немцы, наш фунт имел вес во всем мире. Почему же мы, англичане, должны сдавать позиции каким-то янки? Поддерживаю. Мы обязаны снова сделать фунт главной резервной валютой. Благо, золота Великобритании еще хватает. Но, господа, возвращаясь к золотому стандарту, мы больше не можем игнорировать доллар. Он приобрел слишком большое влияние. К тому же США кредитовали нас во время войны. Я предлагаю вернуться к золотому стандарту и расчету британским фунтам. Но с оговоркой. Теперь резервной валютой станет и доллар. Но об этом никто не должен знать. Через несколько лет в США началась Великая депрессия, а на фондовых биржах Великобритании царила паника, и золотой стандарт отменили. Все эти события – звенья одной цепи, достаточно пристально на них взглянуть. Кто же на самом деле правит миром? Смотрите далее. Сколько стоит апокалипсис? Какие задачи были поставлены перед Гитлером? Он очень увлекается этой политикой, и он решил, я буду стать политиком, буду бороться против евреев, буду бороться за свободу в Германии. И кто на самом деле убил Сталина? Безусловно, это все было выгодно. Понимаете, есть понятие причина войны, а есть повод. Почему итальянским фашистам в Европе дали зеленый свет? Сам Муссолини состоял в масонстве, и он был членом этой ложи. Он тайно приходил туда справлять обряды. Кто спонсировал начало Второй мировой войны? Американские дипломаты давали тайно авансы Гитлеру, что Америка поддержит Германию в случае войны с большевиками. И какие цели были у организаторов противостояния? Задача этого небольшого клуба людей – сохранить свою власть, и прежде всего для того самого золотого миллиарда, к которому причислены, так сказать, прежде всего англосаксы. Когда начнется Третья мировая война? Причина войны на Ближнем Востоке – это геополитические проблемы Соединенных Штатов Америки. Сколько стоит апокалипсис? Первая мировая война, которую спланировали иллюминаты, чтобы перекроить мир, не принесла результатов. Но глава тайного ордена Джузеппе Мадзини был убежден, непрекращающиеся военные конфликты вызовут такой хаос, что каждое государство откажется от национального суверенитета в пользу международного правительства. А значит, войны надо продолжать. Знаменитый гуру англосаксонской геополитики Джон Хелфорд Маккиндер прямо заявил: тот, кто владеет Хартландом, тот владеет мировым островом. Кто владеет мировым островом, тот владеет миром, господствует над миром. Хартланд – это большая часть России. Земля сердцевина – это большая часть России. Вот. Мировой остров – это Евразия. Ну, а дальше пояснять, наверное, не стоит. Тот, кто владеет Евразией, тот, соответственно, владеет и мировым, и всем миром. Ну, или, по крайней мере, контролирует. Царская Россия устояла в Первой мировой и не допустила диктата просветленных на своей территории. И теперь надо готовиться к новой войне. Наша задача – начать Вторую мировую войну. И как же, позвольте узнать, это возможно? Европа еще не оправилась после немецких газовых атак. И это прекрасно. Германия всегда готова к войне.
Вы посмотрите, кто пришел к власти. Адольф Гитлер. Немецкий народ верит в него, как в лидера нации. Нам надо лишь немного подтолкнуть. И, конечно же, поддержать деньгами. Несомненно. Германия просто разменная монета. Коммунисты сломят немецкие войска и войдут в Европу, сея кровавый хаос. Нам лишь останется пожинать плоды и нашептать Сталину идти дальше, на Ближний Восток. Все правильно. Насильственное насаждение коммунизма с концентрационными лагерями никому не понравится. Вот тогда все и обратятся к нам за помощью. Адольф Гитлер. Вот наша ставка. Договоритесь о сроках начала новой войны. Адольф Гитлер полностью соответствовал демонической фигуре разрушителя мира. Нельзя забывать, что Германия проиграла Первую мировую войну, Версальский договор, очень сильное наказание, как немцы показывали, и поэтому он сразу себе поставит цель: я буду поставить Германию опять от колена. Интересный факт. Адольф Гитлер во время Первой мировой родины иллюминатов, тех же нового мирового порядка. Гитлер как доброволец, потому что он был гражданин Австрии, тогда служил уже в Германии, и добровольец вступил в баварскую армию. И сразу же его отсылали на фронт, и он, в принципе, участвовал в всю войну от 14 года до 18 года. Сыграть на имперских чувствах немцев оказалось не труднее, чем исполнить собачий вальс на рояле. Армию урезали, вооруженные силы урезали, технику военную и прочее. Извините, это так просто не прощается, когда тебя отнимают любимую игрушку. Немцы наращивали вооружение и демонстративно готовились к войне. Гитлер игнорировал Версальский договор и объявил военную мобилизацию. Сегодня уже понятно, кто ставил перед ним задачи. Причем к середине 20 века вопрос был поставлен очень жестко. Перед Гитлером, когда его допускали к власти, а допускали его к власти именно, так сказать, западные страны, прежде всего США и Англия, потому что они финансировали приход Гитлера к власти. Перед ним была четко поставлена очень простая в своей варварской циничности задача. Россия, вне зависимости от того, как она называется, хотя бы и пускай советская, красная, должна быть уничтожена полностью, физически, всех без исключения. Должна быть русская пустыня. 14 октября 1933 года Германия выходит из Лиги наций и отказывается от участия в Женевской конвенции по разоружению. Сегодня любой желающий может найти в Государственном архиве много любопытных документов. Например, вот такой, за подписью президента США Франклина Делано Рузвельта. В нем черным по белому написано: европейские демократии больше не имеют права уклоняться от конфликта. Слово «конфликт» было написано с большой буквы. Когда масоны пишут слово «конфликт» с большой буквы, это означает, что мировая война. Это в мае 1939 года. Все. После этого все действия Англии и Франции были подчинены тому, чтобы как можно быстрее, как можно качественнее спровоцировать нападение Гитлера не только даже на Польшу, но и на Советский Союз. Германия в кратчайшие сроки создает марионеточные государства на оккупированной территории. Вишистская Франция, греческое государство, итальянская социальная республика, венгерское государство, Сербия, Черногория, Македония, Пинско-Мигленское княжество, Мэнцзян, Бирма, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Азад, Хинд, режим Ван Цзенвэя. В рейхскомиссариатах созданы подконтрольные правительства. Режим Квислинга в Норвегии, режим Мёсерта в Нидерландах, Белорусская Центральная Рада в Белоруссии. Американские дипломаты давали тайно авансы Гитлеру, что Америка поддержит Германию в случае войны с большевиками. Собственно, ведь Англия и Америка, вместе с Францией, они с середины 20-х годов, с момента начала действия плана Дауэр с экономической поддержки Германии, натравливали Германию на восток. Спонсируемые нацистские войска с легкостью продвигались по всему миру.
Европа утонула в крови. Все происходило так, как планировал Джузеппе Маззини. Во Вторую мировую было втянуто 61 государство, 80% населения земного шара. Бои шли на территории 3 континентов и в водах 4 океанов. Приход иллюминатов и масонов к мировой власти был все ближе. Я в этом году, в мае, был в Ливорно, в той ложе итальянской, которая осуществляла работу при Муссолини, при его режиме. И на мой законный вопрос, что неужели так плохо работала тайная полиция Муссолини, мне сказали, дело в том, что эта ложа работала по одной простой причине, что сам Муссолини состоял в масонстве, и он был членом этой ложи. Когда исход противостояния фашистов и коммунистов стал очевиден, Соединенные Штаты открыли Второй фронт. В июне 1944 года американские войска высадились на территории Европы и Африки. То, что мы говорили, вкладывались в финансы не случайно. То есть было очень выгодно тем же Соединенным Штатам обескровить конкурентов на европейском рынке, чтобы потом прийти не только освободителями, но и благодетелями. Вот выдержка из секретного доклада польского посла в США Ежи Потоцкого. Президент Рузвельт выразил ненависть к фашизму. Но он преследовал 2 цели. Во-первых, он хотел отвлечь внимание американского народа от внутренних политических проблем, особенно проблемы противостояния между трудом и капиталом. Во-вторых, путем создания военного психоза и распространяя слухи об опасностях, угрожающих Европе, он хотел, чтобы американский народ принял огромные программы вооружения, которые превышают потребности обороны Соединенных Штатов. Обратите внимание на дату документа. 12 января 1939 года. Ну, понимаете, тут можно, конечно, если исходить из результатов, то, конечно, результаты Второй мировой войны были выгодны Соединенным Штатам Америки. Президент США Рузвельт будто заранее позаботился о том, как вывести свою страну из затяжного экономического кризиса. Америка в буквальном смысле зарабатывала деньги на крови, да еще и присвоила себе славу победителей фашизма. Эта роль выигрышего оказалась у Америки. До нее было не дотянуться. Она могла вкладывать свои деньги, она вложила немножко войск, и она в итоге разделила этот вот, большую часть пирога взяла. Как и в Первую мировую, на новом витке глобальной войны Америка завалила Европу оружием и кредитами. Великая депрессия сошла на нет буквально за 2 года. Беднейшие люди нажили себе целые состояния. Что уж говорить о тех, кто занимался поставками оружия, продовольствия, медикаментов, нефти. И мы сразу вспоминаем слова Ротшильда, первого барона Ротшильда, который говорил знаменитые слова: «Делайте деньги, когда текут реки крови». Когда кругом салюты и праздники, деньги делать нельзя. В секретных архивах после обрушения железного занавеса был найден интересный документ. Закон о ленд-лизе. Советскому Союзу предоставили беспроцентный заем на сумму $1 миллиард. Но это что получалось? Что они за кровь наших солдат и офицеров платили яичным порошком, танками, самолетами, сами оставаясь у себя за океаном и обогащаясь на этом. Почему Америка практически безвозмездно помогала СССР? Официальная версия известна всем. США и цивилизованный мир боролись с фашизмом. Америка и сама попала под удар. Японцы объявили ей войну, атаковав Тихоокеанскую базу Пёрл-Харбор. Зачем Америке нужна была Вторая мировая война? Только для того, чтобы заработать деньги? И кто же давал непомерные кредиты для разрушенной Европы? Смотрите далее. Сколько стоит апокалипсис? Что общего между советскими и немецкими солдатами? Немецкая армия Третьего Рейха имела в своих сухих пайках американский шоколад, американскую тушенку, американский кофе и так далее. И российская армия имела американскую тушенку, американский шоколад, американский кофе. Кому была выгодна Вторая мировая война? Сейчас как-то даже неловко говорить, но документы
показывают, что американские монополии финансировали как Германию, так и Японию. Какие цели преследовало тайное правительство? Задача этого небольшого клуба людей – сохранить свою власть, и прежде всего, для того самого золотого миллиарда, к которому причислены, так сказать, прежде всего, англосаксы. Кто и зачем убил Сталина? Безусловно, это все было выгодно. Понимаете, есть понятие причина войны, а есть повод. Когда начнется Третья мировая война? Причина войны на Ближнем Востоке – это геополитические проблемы Соединенных Штатов Америки. Сколько стоит апокалипсис? Перед вами рассекреченные документы правительства США. В них прямо указывается, до начала войны американцы буквально дружили с японцами на небезвозмездной основе. Новый свет не отвернулся от страны восходящего солнца, даже когда самураи объявили себя фашистами. Неловко говорить, но документы показывают, что американские монополии финансировали как Германию, так и Японию. Сегодня подобные документы являются уже проверенной информацией. Федеральная резервная система США спонсировала взаимных врагов. Немецкая армия Третьего Рейха имела в своих сухих пайках американский шоколад, американскую тушенку, американский кофе и так далее. И российская армия имела американскую тушенку, американский шоколад, американский кофе. Ответ на вопрос, как такое было возможно, много лет лежит на поверхности. Для США крайне важно было не только выйти из кризиса, но и навязать свое присутствие в Европе. Происходила глобальная перестановка сил. Великобритания должна была освободить пьедестал мирового лидера. А на войне все средства хороши. Можно кормить с руки своих будущих врагов и зарабатывать на этом деньги. Такая ситуация и была спланирована теневым правительством. Рассорить страны, приумножить состояние и укрепить свою власть. Американские монополии снабжали для этой войны Японию всем необходимым. И в первую очередь огромные шли поставки нефти и металлический лом, из которого создавалось вооружение. Игра на 2, а то и на 3 фронта. Вот в чем действительно преуспели тайные ордены. По планам американцев, перестановка мировых сил должна была охватить всю Евразию. Возможно, президента Рузвельта посвятили в план по установлению нового мирового порядка. Кстати говоря, если посмотреть, то, значит, что делал Рузвельт, то очень легко обнаружить, что он-то к войне начал тоже готовиться очень рано. Уже с конца 1936 года у них начала развертываться гигантская кампания по строительству авианосцев, вообще военно-морского флота. Прежде всего авианосцев. Ударных, неударных, там, крейсеров, эсминцев и так далее. В плане итальянца Мадзини значилось, во время войны Россия должна захватить половину Европы. Но на деле оказалось, что эта Германия может одержать сокрушительную победу и построить Третий Рейх совместно с Японией. Такой передел территории масонов не устраивал. То, что Россия оказалась фактически, как сказал Черчилль, на операционном столе, это их цель, она тоже была достигнута. Ну и потом распоясавшийся Гитлер, который на своих хозяев и на Англию, и на Францию, и на прочих набросился, что его сокрушили, тоже Европа была довольна, по большому счету. Гитлер сам себя считает как человек, который выбрал судьба, чтобы спасти Германию, чтобы спасти немецкий народ перед евреями, перед славянами. И он себя считает выбран от судьбы. В итоге изначальный план пришлось серьезно корректировать. Финальной точкой во Второй мировой войне стало уничтожение Гитлера. Когда будет создана русская пустыня, тогда Гитлера самого тоже прикончат, и придут, значит, освободители
которые будут уже колонизировать пустыню. То есть, как говорится, не с кем будет договариваться, мы сами себе хозяева. Чтобы форсировать события, Федеральная резервная система США пошла на колоссальные траты. Но эти военные вложения позже окупились старицей. Обогатились монополии, обогатились на этой войне сказочно за счет того, что они поставляли вооружение, продовольствие воюющим странам, за счет того, что они, воспользовавшись занятостью европейских государств и других, они, значит, стали активно эксплуатировать Южную Америку, другие регионы, в Африке, в Азии тоже, значит, получали дивиденды от этой войны. Однако, преуспевая в финансовых делах, мировое правительство практически провалило план Мадзини. Первая и Вторая мировые войны, положив в могилы миллионы человек, не погрузили мир в безумие и хаос и не заставили обратиться людей к теневому правительству. Россия, а позже Советский Союз, сами того не желая, разрушили все начинания по установлению нового мирового порядка. Чем на самом деле закончилась Вторая мировая война? И когда нам ждать третью? Смотрите далее. Сколько стоит апокалипсис? Кому была выгодна смерть Иосифа Сталина? Безусловно, это все было выгодно. Понимаете, есть понятие причина войны, а есть повод. И кто выигрывает в кровавом хаосе? Задача этого небольшого клуба людей – сохранить свою власть, прежде всего, для того самого золотого миллиарда, к которому причислены, так сказать, прежде всего, англосаксы. Когда начнется Третья мировая война? Причина войны на Ближнем Востоке – это геополитические проблемы Соединенных Штатов Америки. Сколько стоит апокалипсис? Вторая мировая война закончилась переделом Европы на социалистические и капиталистические лагеря. Боевые действия сменила затяжная холодная война. План, составленный Джузеппе Мадзини, казалось, вступает в финальную стадию. Новый мировой порядок будет установлен после Третьей мировой войны. Безусловно, это все было выгодно. Понимаете, есть понятие причина войны, а есть повод. Вот. Организовать повод гораздо легче. А причины были передел мира. Третья мировая должна начаться на Ближнем Востоке, со столкновений между сионистами и арабами. В этот конфликт постепенно будет втянут весь мир. Вопрос только в том, кто первый нажмет на ядерную кнопку. Провалив две мировые войны в Европе, штаб-квартира теневого правительства окончательно переехала на новый континент – Северную Америку. Здесь расположен финансовый центр Федеральная резервная система США. Именно в его недрах появилась новая доктрина – борьба за природные ресурсы. Кто владеет черным золотом, нефтью, тот правит миром. Так оно и есть. Вся задача этого небольшого клуба людей – сохранить свою власть, прежде всего, для того самого золотого миллиарда, к которому причислены, так сказать, прежде всего, англосаксы. Вот. Ну а прежде всего сохранить собственную власть, приумножить собственные капиталы и контролировать весь мир, чтобы никто нигде не пикал, что называется. Прошли десятилетия. Сменились руководители тайных орденов. Трансформировались доктрины, планы, инструменты влияния, но осталась цель. Новый мировой порядок и диктатура. Сегодня идет война на Ближнем Востоке. Ее инициировала Бильдербергская группа. Новый клуб тайного ордена. С именем этого клуба напрямую связана смерть самого неудобного для Запада правителя Советского Союза Иосифа Сталина. Одна из первых задач, которая была поставлена, это убийство Сталина. Они в 1952 году создались, Бильдербергский клуб, а в начале 1953 года Иосиф Виссарионович был убит. Туда входят, подчеркиваю, самые крупные представители бизнеса, ну, так сказать, Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны, Ротшильды, Гарриманы, представители финансовых кругов, военные,
наиболее видные разведчики. Ну, вот, например, Аллен Даллес, знаменитый руководитель ЦРУ. Сталина ликвидировали с единственной целью. Советский Союз мог помешать планам по захвату мира. Именно на этой стране тайные ордены спотыкались уже дважды. В 1991 году США начали войну в Персидском заливе. Официальная версия – защита Кувейта от агрессии Ирака. Но на самом деле американцы пришли контролировать нефтяные месторождения. И все разговоры о свержении злого диктатора Саддама Хусейна – удобное прикрытие для ввода войск. Буш, Чейни и Рамсфелд лгали, что возмущены агрессией Хусейна. До 1991 года Америка поддерживала диктатора деньгами и оружием. И никто не был против, когда Ирак душил курдов химикатами. Главная цель Америки и ее кукловодов на Ближнем Востоке – контроль над черным золотом, нефтью. Причина войны на Ближнем Востоке – это геополитические проблемы Соединенных Штатов Америки. И одна из моделей, которую они придумали, это была модель, так сказать, града на холме. То есть Соединенные Штаты Америки, в которых экономический порядок и люди счастливы, и есть окружающий хаос. И я склонен считать, что то, что произошло на Ближнем Востоке, это как раз один из вариантов реализации хаоса. Перед тем, как все эти арабские революции начались, Бильдербергский клуб заседал. Их очень обеспокоило состояние нефтедобычи в этих регионах и вообще положение с правами человека в этих регионах. Через год начались арабские революции. То же самое произошло и с Муаммаром Каддафи. Почему? Потому что Муаммар Каддафи не отдавал контроль за нефтью Западу. Он сам контролировал. Бильдербергский клуб по-прежнему готов реализовать план Джузеппе Маззини, а значит, мир готовится к войне. Им абсолютно наплевать, ты кто по национальности. Вот это космополитизм в чистейшем виде, так сказать, проявляется именно у них. Тут могут оказаться, как говорится, и грузины, и армяне, и русские, и евреи, и китайцы, и кто хочет может оказаться в качестве инструмента. Подставить могут любого. Многие вопросы, несмотря на открытую и доступную информацию, так и остаются без ответа. Почему империи не остановились после кровавой бойни в начале века и продолжили бороться за мировое господство? Почему Третья мировая война не началась после теракта башен-близнецов в Нью-Йорке? Зачем они были взорваны? И при чем тут китайцы? Кто владеет золотом Российской империи, которое было похищено в начале 20 века? Ответы на эти вопросы смотрите в следующих сериях фильма «Темная магия золота». Европейские империи развязали в 20 веке 2 мировые войны, но так и не смогли остановиться в борьбе за свое господство. Всех волновали одни и те же вопросы. Где, когда и кто начнет Третью мировую? Пол Пот? Рональд Рейган? Саддам Хусейн? Мир остановился на грани безумия. Казалось, самый крупный террористический акт, взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке, это и есть начало Третьей мировой войны. Зачем они были взорваны? И при чем тут китайцы? Смотрите уникальный проект РЕН-ТВ «Темная магия золота». Поднебесная империя обманывала весь мир. Они такие молодцы. Они такую легенду создали о своей стране. Там порох изобрели, бумагу изобрели, Америку открыли, золото у них мешками. И зачем китайцы притворялись бедными? Золото было
в большом количестве накоплено у китайцев. Кто верил в китайские сказки? Не случайно говорили еще в Великобритании в XVIII веке, что если бы хотя бы одна территория Европы развивалась бы с такой же скоростью, как Китай, Европа была бы великой. И почему в Поднебесной уничтожили всю армию? Они были сожжены, эти просто все корабли. И потом на несколько столетий эти экспедиции были забыты. О них заговорили вот только последние 20-30 лет. Кто положил глаз на китайское золото? Первая такая серьезная война молодой буржуазной Японии, это была война с Китаем. И откуда появились деньги у японских самураев? Это был концерн Моргана. Кому досталось китайское золото? Сколько находится в ФРС золота, не знает никто. И кто стоит за экономическими и реальными мировыми войнами? Миллионы смертей явились прямым следствием деятельности иллюминатов и стали частью плана постепенного захвата всего мира. Китайский дракон и вся правда о захвате мира. В 1776 году экономист Адам Смит опубликовал исследование о природе и причинах богатства народов. На этот труд несколько веков опиралась вся мировая экономика. Главная мысль исследования – деньги должны подкрепляться золотом. И чем стабильнее курс, тем надежнее валюта. Банки обязаны менять деньги на золото. В этом и заключался золотой стандарт европейской финансовой системы. Вместо каких-то там, бумажек, колониальных расписок, банкнот бумажных, которые выпускали там, какие-то банки, был возврат к золотому стандарту. Однако у финансовых воротил межконтинентального клана Ротшильдов, американского миллиардера Рокфеллера, глав тайного ордена масонов и иллюминатов были другие планы на будущее. Они привыкли жить по своим правилам и навязывать эти правила остальному миру. Миллионы смертей явились прямым следствием деятельности иллюминатов. Иллюминаты систематически проникали в свободное масонство, но только на высочайших уровнях, на 32-й ступени, 33-й ступени. На этих уровнях определенные масоны приглашались в другое секретное общество, в котором они клялись в верности Люциферу, и стали частью плана постепенного захвата всего мира. Стратегической задачей теневого правительства в начале 20 века стало уничтожение золотого стандарта как экономической модели. Он мешал делать деньги из воздуха и укреплять финансовую мощь. Никто не сможет жить честно по таким экономическим законам. Фиксированное количество золота в любой стране неизбежно приведет к инфляции. Людей рождается все больше, а значит, все больше требуется товаров и услуг, и, как следствие, наличных денег. Включается печатный станок, и со временем деньги обесцениваются, а инфляция – это прямая дорога к социальному бунту и мятежам. Если страну целенаправленно лишить золотого запаса, то она окажется в экономической оккупации. Господа, мы обязаны аккумулировать золото в своих банках, ослабляя всех наших противников. Другой вопрос, как мы попадем в эти хранилища? Наш орден могущественен, но не до такой же степени. Я предлагаю по-прежнему свой вариант. Необходимо внедриться в правительство интересующих нас стран и, например, объявить революцию. Пока будет суматоха, мы вывезем золото из страны. Кстати, неплохой вариант – национализировать ресурсы. А еще лучше – начать войну, провести блицкриг, и все трофеи будут наши. Еще до Первой мировой войны масонская ложа во главе с итальянцем Джузеппе Мадзини вывела закон: кто владеет золотом, тот диктует правила. Бенджамин Фулфорд, бывший глава Азиатско-Тихоокеанского бюро журнала Forbes, прямо указывает:
К началу 20 века 85% мирового золотого запаса осели в Азии, а конкретно в Китае. Не случайно говорили еще в Великобритании в XVIII веке, что если бы хотя бы одна территория Европы развивалась бы с такой же скоростью, как Китай, Европа была бы великой. До середины XIX века Пекин был самым большим городом мира. После этого его обгоняет Лондон. Но, более того, Китай был абсолютно открытой экономикой. Это значит, что в Китай приходили караваны и из арабских стран, и из Индии. Кстати говоря, очень активно торговали русские купцы. Это значит, что Китай еще был к тому же мировым центром торговли. За несколько столетий Великий Шелковый путь буквально впитал золото со всей земли. Только здесь можно было купить тонкий шелк, искусно сделанные вазы, изумительный фарфор, экзотические пряности и много-много опиума. Римская, позже Испанская империи были помешаны на азиатских товарах, и хитрые китайцы принимали в оплату только драгоценный металл. Поскольку Китай с точки зрения цивилизационной составляет середину Земли, то, это в самоназвании срединное государство, то есть это безусловный пуп Земли. Уникальные исторические документы подтверждают, испанские конкистадоры и португальские моряки проходили длинный путь после разграбления и разорения Южной Америки, чтобы оставить золотые слитки и украшения именно в Азии. Новая экономическая модель мира буквально требовала изъять китайское золото из обращения. Клан Ротшильдов, внедренный в правительство всех ведущих европейских империй, опираясь на всесильную Британию, стал рассматривать Японию как плацдарм для кражи азиатского золота. Великобритания отправила военную экспедицию и вооружила южные японские кланы Сацума и Чошу. Эти кланы раскололи политические элиты и подчинили себе всю страну. Следует упомянуть Японию, поскольку с 1860-х годах, с момента знаменитой революции Мэйдзи, когда Япония сверху отменила существовавший до этого несколько столетий железный занавес, то есть отмена всех мораториев, запретов на контакты с западной цивилизацией. Победившие кланы открыли ворота Японии для инвестиций. В Японию эти деньги шли из одного из двух крупнейших на тот момент в Америке концернов. Это был концерн Моргана. Второй, Рокфеллер, интересовался нефтью. Что касается Морганов, то традиционная сфера их устремлений было строительство железнодорожных магистралей, которые, конечно же, финансировал крупный капитал. Соответственно, эти деньги Ротшильдов имели не только, называется, подоплеку такую финансовую, но и идеологическую. Это время в учебниках истории значится как реставрация Мэйдзи, просветленное правление. Такой термин ставит знак равенства между японским кланом Мэйдзи и иллюминатами. Это значит, европейский орден сумел добиться своего, проник и захватил правящую верхушку Японии. Значит, когда был консенсус достигнут по поводу того, что император есть та высшая сила, которая Японию должна объединить. И молодой японский император авторитарным путем сверху стал осуществлять реформы, которые привели к тому, что к началу 20 века Япония превратилась в очень развитое государство. Япония, финансируемая самым сильным теневым правительством, пережила экономический бум и приняла западные ценности. Меньше чем за 40 лет страна Средневековья превратилась в современную и конкурентоспособную державу, способную терроризировать соседние государства. И вот если мы знаем, первая такая серьезная война молодой буржуазной Японии, это была война с Китаем. Естественно, Китай был раздробленным и ослабленным. Японцам удалось довольно быстро добиться своих целей, победить это государство и получить за это не только территории, но и выторговать на мирных переговорах о мирном договоре
в городе Симоносеки очень приличные суммы денег. Сегодня китайцы могут рассказать, почему из сверхдержавы с неограниченным золотым запасом, гениальными изобретениями и неистощимым человеческим ресурсом они к началу 20 века стали изгоями для всей Азии. Есть две теории. Одна, так сказать, Китай расширился до такой степени, что он не мог управляться, не мог уже сохранить вот это огромные территории, которые он начал осваивать. Вторая теория, что на севере произошел мор, и император понял, что нужно закрыть страну для того, чтобы, значит, вот отгородиться от этого мира и попытаться хоть как-то, значит, не допустить восстания крестьян. Они были сожжены, эти просто все корабли, и потом на несколько столетий эти экспедиции были забыты. О них заговорили вот только последние там 20-30 лет. Сами китайцы о них забыли. Из-за самодурства монархов китайцы утратили боевой флот, а из-за раздробленности мощную армию. При этом Поднебесная по-прежнему оставалась самой большой золотой копилкой на планете. Золото было в большом количестве накоплено у китайцев. Произошло это потому, что, вообще с 16 века до середины 18 века самая большая экономика в мире была китайская. С этим никто не спорит. Потом процветание Китая обрушилось после великого единения, которое было связано с определенными делами. Оно закончилось крахом. Вооруженная до зубов Япония будто бы ждала этого момента. Надо понимать, что в 1911 году в Китае рухнула монархия, но до 1927 года в Китае был полный хаос, сумбур в управлении страной. Модернизированная японская армия во время победоносной войны сумела выжать деньги не только из Китая, но еще и из Европы. Западные державы потребовали, чтобы она этот Леодонский полуостров вернула Китаю. И опять-таки японцы не могли сопротивляться давлению великих держав, но они выторговали, что к 200 миллионов этих лянов за то, что они уйдут с Леодонского полуострова, они получат еще 30 миллионов добавки. Так вот тебе представьте, что это за деньги были? Контрибуция с Китая в 4 раза превышала расходный бюджет годовой Японии. Вот что означали финансовые, так сказать, итоги войны. Однако план Тайного Ордена по захвату азиатского золота не предполагал открытых военных действий. Сокровища надо было получить только мирным путем. Сможет ли поднять голову китайский дракон? Смотрите далее. Какой урок усвоили европейцы после японско-китайской войны? И все малой, но достаточно денежная. Зажиточные страны Западной Европы, такие, например, как Бельгия, такие как Дания, вывозить свой золотой запас в США. И как Китайская империя обманывала весь мир. Они такие молодцы. Они такую легенду создали о своей стране. Там порох изобрели, бумагу изобрели, Америку открыли. Золото у них мешками. Чем стал золотой запас для Америки? Рокфеллеровцы сели в президиум Федеральной резервной системы и начали печатать пустоту. Что ждет того, кто решит отказаться от доллара? Шарль де Голль выступил против Соединенных Штатов. Прежде всего, против диктата доллара Соединенных Штатов. И решил обменять весь свой валютный запас на золото. И почему Соединенные Штаты признали коммунистический Китай? Соединенные Штаты до 1972 года его не признавали. Признавали Тайвань в качестве законного правительства. Китайский дракон и вся правда о захвате мира. Какой урок усвоили европейцы после японско-китайской войны? И все малой, но достаточно денежная. Зажиточные страны Западной Европы, такие, например, как Бельгия, такие как Дания, вывозить
свой золотой запас в США. И как Китайская империя обманывала весь мир. Они такие молодцы. Они такую легенду создали о своей стране. Там порох изобрели, бумагу изобрели, Америку открыли, золото у них мешками. Чем стал золотой запас для Америки? Рокфеллеровцы сели в президиум Федеральной резервной системы и начали печатать пустоту. Что ждет того, кто решит отказаться от доллара? Шарль де Голль выступил против Соединенных Штатов. Прежде всего, против диктата доллара Соединенных Штатов. И решил обменять весь свой валютный запас на золото. И почему Соединенные Штаты признали коммунистический Китай? Соединенные Штаты до 1972 года его не признавали. Признавали Тайвань в качестве законного правительства. Китайский дракон и вся правда о захвате мира. В 1921 году император Японии Хирохито едет в Великобританию. Здесь он подписывает секретный пакт о создании Банка международных расчетов. Одна из тех мер, которую император Мэйдзи в Японии осуществлял, это создание центрального банка по образцу американской системы. Вот японцы, те люди, которые осуществляют реформы, они понимали, что без создания современной финансовой системы невозможно модернизировать государство. Банк международных расчетов был создан теми же людьми, которые за несколько лет до визита японского императора основали Федеральную резервную систему в США. Семейством Ротшильдов, Рокфеллером и другими управленцами нового мирового порядка. В секретном пакте, подписанном императором Хирохито, значилось: все существенные мировые запасы золота и серебра должны оказаться в руках Федерального резерва и Банка международных расчетов. Позже эти сокровища внесут в черный список, и для финансового рынка это золото исчезнет. Логично было бы то, чтобы вот именно американские банкиры использовали вот такую возможность, как стремление японцев укрепить собственную банковскую систему для того, чтобы уже на ее основе продвигаться в сопредельные страны, регионы и прежде всего в Китай и в Корею. Некоторые историки считают, Китай никогда не был империей, а то, что Поднебесные приписывают, запасы золота, изобретение пороха и бумаги, торговлю шелком, это спланированная пиар-акция. Они такие молодцы. Они такую легенду создали о своей стране. Там порох изобрели, бумагу изобрели, Америку открыли, золото у них мешками, рис они ели испокон веку, шелкопряда, шелк пряли. В общем, чего они только не делали. Только вот были до 19 века совершенно забитым государством, о котором посол английский писал в Англию, что не надо бояться государства даже с таким народонаселением, потому что как можно бояться страну, которая 100% состоит из опиумозависящих? Была страна наркоманов, всесильно опиум. Однако исторические хроники говорят обратное. Именно Китай стал первой страной, которая отправила весь золотой запас под спасительное крыло Федеральной резервной системы. Таким образом, главная идея масонов изъять золото у целого государства впервые была опробирована в Поднебесной. Позже в Америку потянулись золотые караваны из Европы. То есть, когда Вторая мировая война вовсю бушевала в Западной Европе, и когда были вынуждены, прежде всего, малые, но достаточно денежно зажиточные страны Западной Европы, такие, например, как Бельгия, такие, как Дания, вывозить свой золотой запас в США, естественно, ничего не было бы странным, если бы аналогичная техника не была бы опробована уже с Китаем. В 1938 году китайская династия Гоминдан отправила в США 7 военных кораблей под завязку, забитых драгоценным металлом. Почему же китайцы с радостью согласились передать накопленное за несколько столетий золото? Правящая Китаем династия Гоминдан посчитала, лучше заработать на золоте, чем лишиться его в войне с милитаризированной Японией. Что происходило? Китай отстал технологически, Китай отстал в военной силе, Китай отстал и прежде всего, конечно, технологически. В этом беда-то. Японцам удалось запугать Китай до такой степени,
что династия Гоминьдан буквально сама погрузила и отправила золото в США. Если исходить из того, что там часть золота была перевезена в Соединенные Штаты, и за это были получены казначейские обязательства, дают процент, они позволяют получать доход. В обмен на золото китайцы получили облигации Федеральной резервной системы. А вот они, надежные финансовые гарантии, выданные под золотой запас. Облигации даже сегодня, спустя несколько десятилетий, выглядят весьма привлекательно. На них стоят огромные числа. Это золотые сертификаты на 100 тысяч, 1 миллион, 100 миллионов и даже на 1 миллиард долларов. Все облигации были упакованы в специальные контейнеры для хранения. Их надежно запечатали, чтобы в ящики не проникли воздух и влага. И какой срок договора мы прописываем в ваших и наших документах? Европейские страны, которые позже тоже доверили золото американцам, также получили золотые сертификаты. Таким образом, в подвалах Федеральной резервной системы оказался практически весь золотой мировой запас. Но собирались ли его возвращать хозяевам? Каждой стране, передавшей золото на хранение в Федеральную резервную систему, были выданы сертификаты и облигации. Но финансовых документов, облигаций, напечатали слишком много – на 9 триллионов долларов. Половина облигаций содержала ошибки в правописании и грамматике. Зачем это было сделано? Возможно, намеренно, чтобы случайный человек не смог получить деньги. Однако эксперты склонны считать, что Федеральная резервная система хотела обмануть азиатов. Менять сертификаты обратно на золото никто не собирался. 9 триллионов долларов в золоте. Количество золота, которое было скрыто, сделало бы финансовую систему, которую мы сейчас используем, по сути, несравнимой ни с чем. И ошибки были допущены намеренно. Потому что если бы в банках были обналичены сертификаты, это полностью разрушило бы мировую экономическую систему. Тем временем печатный станок резервной системы набирал обороты, особенно после Второй мировой войны. Всем требовались кредиты, а золото, выведенное с финансового рынка, позволило владельцам Федеральной резервной системы стать монополистами в экономике. Теперь главной расчетной единицей по всему миру стал доллар. Рокфеллеровцы сели в президиум Федеральной резервной системы и начали печатать пустоту. Вот за этим пустым долларом, конечно, стояла военная мощь американская, но исчезли натуральные стоимости. То есть доллар, как зеленая бумажка, стал опираться только, значит, на ту мощь Соединенных Штатов, которая точно указывала, если вы не будете принимать доллары, значит, в качестве учетной единицы, то получите, значит, удар вот, в ваше самое, значит, солнечное сплетение. Федеральная резервная система ни перед кем не отчитывалась, сколько долларов она напечатает и кому отдаст. Некоторые политики пытались отказаться от доллара и услуг Федерального резерва. Но у каждого, кто вставал на пути теневого правительства, начинались проблемы. Вернет ли китайский дракон свое золото? Смотрите через несколько минут.
что ждет того, кто решит отказаться от доллара. Шарль де Голль выступил против Соединенных Штатов. Прежде всего, против диктата доллара Соединенных Штатов. И сколько золота хранится в банках США? Сколько находится в ФРС, золота не знает никто. Вот. Кто правит современным миром? Понятно, что миром правят не страны, не правительства этих стран, а правят целый ряд крупных кланов, которые сами по себе не принадлежат какой-то конкретной стране. И зачем Соединенные Штаты признали коммунистический Китай? Соединенные Штаты до 1972 года его не признавали. Признавали Тайвань в качестве законного правительства. В чем причина китайского экономического чуда? Дуглас Норт, Нобелевский лауреат 93 года по экономике, он честно признается, ни одна экономическая теория Запада не может объяснить то, что происходит в Китае. И кто объявит войну Поднебесной? Сейчас, да, Китай и США – это такие две стороны одной медали. То есть упадет Китай, упадут США. Китайский дракон и вся правда о захвате мира. Историки редко приводят в пример слова Ротшильда. «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы». Потому что исследователи хотят жить. В конце 19 века сразу два президента США были убиты. Они не пускали масонов в свою страну. Это были Авраам Линкольн и Джеймс Гарфилд. И Линкольн, и Гарфилд отчаянно сопротивлялись идее Ротшильда сделать государственный центральный банк Америки частным. Линкольн боролся с приватизацией долларового станка, а Гарфилд предостерегал. Тот, кто контролирует денежную массу страны, является полным властелином ее промышленности и торговли. Когда вы поймете, что экономическая система так или иначе контролируется несколькими влиятельными людьми, вам не нужно будет объяснять, в чем скрываются причины депрессий и инфляций. За свои слова и действия оба президента США были убиты. Прошло всего 50 лет, и Федеральная резервная система сделала доллар главной валютой в мире. Семья Ротшильдов является самой влиятельной банковской семьей в Федеральном резерве. Если бы они захотели по какой-то причине отказаться от Федерального резерва, то не было бы американского доллара, и случился бы незамедлительный экономический коллапс. Это ставит нас в рискованное положение, потому мировая валюта находится под контролем небольшой группы банковских семей, а не под контролем людей и правительства. Последним президентом Соединенных Штатов, который пытался бороться с резервной системой, стал Джон Фитджеральд Кеннеди. 4 июня 1963 года Джон Кеннеди подписывает указ номер 11110. Министерству финансов США вернули право выпускать серебряные сертификаты. Таким этот приказ дошел до наших дней. На самом же деле, Кеннеди хотел отдать печатный станок американскому казначейству. Гарантом обновленных долларов должен был стать серебряный запас США, потому что золотой уже давно хранился в сейфах федеральной системы. При Кеннеди успели напечатать 5- и 10-долларовые банкноты с надписью «Долговое обязательство США», а 22 ноября Кеннеди застрелили. Тайна убийства президента Кеннеди не раскрыта до сих пор. Единственного подозреваемого, Ли Харви Освальда, всего через 2 дня убил некто Джек Руби, владелец ночного клуба в Далласе. Был ли Освальд настоящим убийцей? И если был, то кто его нанял? Все эти вопросы остались без ответа. Через 4 года Джек Руби умер в тюрьме якобы от рака. Дело Джона Кеннеди, защита страны от всесильной федеральной резервной системы, хотели продолжить его братья, средний Роберт и младший Эдвард. Первого застрелили во время предвыборной президентской кампании 1968 года. Роберт Кеннеди получил пулю в затылок, когда стало известно, что он лидирует в предварительном раунде. Летом 1969-го автомобиль, за рулем которого находился новый кандидат в президенты от семейства Кеннеди, младший брат Эдвард, упал с моста в трагедии в одной семье. Даже далекие от теории заговоров люди понимают, семья Кеннеди кому-то очень сильно мешала.
Покровители Федеральной резервной системы не церемонятся, избавляясь от врагов. По крайней мере, на территории США. В Европе тайное правительство действует иначе. В середине 60-х президент Франции Шарль де Голль хотел отказаться от долларов и выйти из-под финансового контроля США. В итоге ему самому пришлось оставить пост президента Франции. В 1967 году де Голль выступил против Соединенных Штатов. Прежде всего, против диктата доллара Соединенных Штатов. И решил обменять весь свой валютный запас на золото. Тогда еще, так сказать, размен был в 1967 году. Все, в 1968 году ему организовали знаменитые студенческие выступления. И он ушел. Любой, кто встанет на пути системы, будет раздавлен. Основатели и продолжатели дела Федерального резерва умеют хранить свои тайны и заставляют молчать тех, кто хочет о них рассказать. 60 лет договора между Китаем и резервной системой истекли в 1998 году. Однако в середине века произошло знаковое событие. Династия Гоминдан бежала из Китая на Тайвань. Она больше не являлась правящей партией. По истечении срока договора китайцы потребовали свое золото обратно. Им отказали. Соединенные Штаты признавали клан Гоминдан законным правительством Китая до 1972 года, хотя династия и скрывалась на Тайване. Резкий поворот во взаимоотношениях совершили президент Никсон и генеральный секретарь Генри Киссинджер. Инициатива исходила от Америки, поскольку президент Никсон и его тогдашний госсекретарь Генри Киссинджер совершенно справедливо поняли, что вести холодную войну на два фронта – это неправильно. И вот это вот гениальный ход Киссинджера, что надо, невзирая на коммунистическую сущность Китая, надо признать Китай, потому что Соединенные Штаты до 1972 года его не признавали. Признавали Тайвань в качестве законного правительства. Это был идеальный выход из положения. Американцы навсегда отсекали от золота его законных владельцев, официально признав коммунистическое правительство Китая. Династия Гоминдан судилась с Федеральной резервной системой в тайном международном суде в Гааге и выиграла дело. Суд предписал вернуть золото наследникам китайской династии. Последним днем выплаты значилась дата 11 сентября 2001 года. В этот день были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра, и только избранные знали, китайское золото хранилось под зданием номер 7, которое рухнуло и сгорело дотла. После разбора завалов хранилища оказались пустыми. Китайцев убедили подставные эксперты. Никакого золота в здании номер 7 не было. Сколько находится в ФРС, золота не знает никто. Вот. И по данным достаточно серьезных организаций, золота там нет вообще. Эта дезинформация должна была уверить держателей миллионных облигаций. Золото пущено в оборот, а не изъято с рынка. Но сравнивая архивные документы о перемещении денежных масс и драгоценных металлов, исследователи приходят к мнению, золото не пропало и служит нескольким семейным кланам. И эти кланы насаждают всему миру свою волю и диктуют правила игры. Да, по сути, речь идет о транснациональных корпорациях. Понятно, что миром правят не страны, не правительства этих стран, а правят целый ряд крупных кланов, которые сами по себе не принадлежат какой-то конкретной стране. Они могут проживать физически в США или в Великобритании или в России, но их бизнес, самое главное, их мышление, оно, то, что называется, мондиально, то есть оно всемирно. Вот, собственно говоря, на этом поднялись, на этой мысли о том, что экономика, мир для экономики прозрачен, поднялись и действительно Ротшильды, и Дюпоны, и Рокфеллеры, и все остальное. Клуб великих правителей мира, на мой взгляд, уже сформирован сегодня. Один из главных свидетелей, подтверждающих, что уничтожение Всемирного торгового центра и золотого хранилища дело рук теневого правительства, Сьюзан Линдауэр, бывший агент ЦРУ. В одном из интервью она проговорилась.
11 сентября было внутренней работой. Династия Гоминдан не получила свое золото, но борется за него до сих пор. Если китайцы сумеют обналичить золотые сертификаты, то экономике Соединенных Штатов придет конец. И сегодня Федеральный резерв имеет записи о том, какое золото какой стране принадлежит. Но никто не думает получать его обратно. Это разрушит экономику. Но пока мы не решим эту финансовую проблему, на планете никогда не будет мира. Но так ли все просто? Почему Китай расцвел буквально за несколько десятилетий? В чем заключается экономическое чудо китайского дракона? Смотрите далее. Почему США зависят от экономики Китая? Сейчас, да, Китай и США – это такие две стороны одной медали. То есть упадет Китай, упадут США. И когда золотой юань придет на смену зеленому доллару? 2017-2027 год. Китай может превратиться по размерам в экономику номер один. Зачем американцы вводят войска на границе с Китаем? Хороший повод для этого, кстати говоря, дает Северная Корея, потому что Северная Корея ведет себя, совершенно так, провокационно, сознательно провокационно. И какой секретный пакт подписали Америка и Поднебесная? Смысл этого соглашения состоит в том, что войны оружия между Китаем и США не будет. Вот 20 лет, еще 20 лет. Китайский дракон и вся правда о захвате мира. Сегодня уже известно, США под любым предлогом хотят разместить военные базы максимально близко к Китаю. Для чего это делается? Чтобы в случае непредвиденных обстоятельств нанести удар по финансовому сопернику. Хороший повод для этого, кстати говоря, дает Северная Корея, потому что Северная Корея ведет себя, совершенно так, провокационно, сознательно провокационно. Это рядом с Китаем, и очень хороший повод сказать, мы не против Китая, мы вот сдерживаем этих отмороженных, но де-факто, ясное дело, что тот массив присутствия, который там собирается, это не против Кореи, это против Китая. Военные советники в один голос твердят, именно Китай, а не арабские страны, может начать Третью мировую войну. Но кто станет врагом? Вопрос открыт. Сегодня Поднебесная уже объявила войну миру своей экономической экспансией. И в этом плане Китай, учитывая, что в Китае самое большое количество свободных дешевых денег, в Китае огромное количество нереализованных на территории Китая проектов и технологий, Китай будет расползаться экономически по миру, переподчиняя целые сектора экономики себе. Объяснить экономическими законами то, что сегодня происходит в Китае, невозможно. Потому что пришел подъем, космический подъем Китая. Космический подъем Китая. Те люди, которые живут в прогрессе, они этого не знают. Дуглас Норт, Нобелевский лауреат 93-го года по экономике, он честно признается, ни одна экономическая теория Запада не может объяснить то, что происходит в Китае. Она никогда этого не видит. Это айсберг. А в этой подводной части айсберга находится настоящее золото. Китайцы не скрывают финансовых амбиций. Прежде их слишком часто обманывали. Китайцы хотят превратить юань в особый тип мировой валюты, не привязанный к доллару. Китай никогда не хочет играть на вторых, на третьих ролях. Китай не любит быть вот на уровне Японии или даже Великобритании. Китай психологически хочет быть не главным, а он хочет быть единственным. Китайцы, наращивая экономическую мощь, следуют по хорошо написанному плану. Но кто подсказал им этот путь? 2017-2027 год. Китай может превратиться по размерам в экономику номер один. За этим, понятно, стоят политические последствия. Вот эти политические последствия расцениваются по-разному, потому что прямой связи между объемом или размером экономики и ролью в мировой экономической или политико-экономической системе не прослеживается. Хотя ясно совершенно, что если китайская экономика будет занимать первое место, за этим и последуют и определенные изменения с точки зрения
восприятие Китая. Между нынешней правящей партией Китая и клановой верхушкой США заключено соглашение. И о нем мало кому известно. В январе 1979 года Дэн Сяопин встречался с президентом Америки Джимми Картером. Дэн Сяопин надел ковбойскую шапку, и вот эту шляпу такую вот. И там было подписано полусекретное соглашение о конструктивном сотрудничестве с пролонгацией еще на 20 лет. В 1999 году Клинтон уже приехал в Пекин и это соглашение пролонгировал до 2019 года. Это секретное соглашение повторяет исторический пакт Молотова-Риббентропа. Смысл этого соглашения состоит в том, что 20 лет, еще 20 лет, то есть до 2019 года, войны оружия между США и Китаем не будет. Теперь, зная об этом пакте о ненападении, можно объяснить, почему из хранилищ Всемирного торгового центра исчез золотой китайский запас. Золото уже давно находится в Китае, и банкротство Америки неизбежно. Претензии династии Гоминдан к Федеральному резерву обоснованы, но системе нечего отдавать. Золота больше нет. И Америки, как верхушки экономического мирового айсберга, тоже скоро не будет. Финансовый центр мира уже сместился в Поднебесную. Почему? Потому что настоящие деньги свезли в Китай, я имею в виду металлическое золото. Не пустышки, а металлическое золото. Потому что Китай – это фабрика 21 века. Потому что под этим настоящими деньгами есть настоящие товары, товарная масса. Мировая финансовая ось снова находится в Китае. Там, где впервые были заложены основы современной экономической цивилизации. Поднебесная давно готовилась к такому шагу, подчас удивляя финансовых аналитиков своей расточительностью. Но на самом деле китайцы покупают эти казначейские обязательства не потому, что они хотят какой-то доход получить. И покупка казначейских обязательств – это гарантия того, что китайцы смогут продавать в Соединенных Штатах свои товары, и американцы будут платить за них деньги. Доллар уже исчерпал себя. Такое решение было принято учредителями Федеральной резервной системы, а по сути тайным правительством. На очереди новая мировая валюта – золотой юань. Вот когда будет пересчет богатства в золото, тогда выяснится, что юань и есть золотой заменитель, то есть вместо доллара будет золотой юань. Вместо бумажного доллара будет золотой юань. Это не прогнозы, это планы мировой закулисы. Таким образом, в 2019 году Китай, а может быть и раньше, и наверняка даже раньше, Китай будет тем, что было записано на скрижалях еще там, я не помню когда. Китай станет мировой державой первого порядка. Если все золото Китая вернулось обратно в Поднебесную, то где же находятся золотые запасы, которые в Америку отправляли европейские страны? И принадлежит ли драгоценный металл этим странам на самом деле? Смотрите в заключительной серии уникального цикла «Темная магия золота». За чей счет были построены банковская и финансовая европейские системы? Кто украл золото Российской империи? И как оно попало в Китай? Смотрите прямо сейчас. Фильм «Тайна русского золота» на РЕН-ТВ. Золото России. Сокровищница Николая II. Чьи выражения уже много лет вызывают священный трепет историков, археологов, финансовых аналитиков и даже кладоискателей. Куда пропали слитки, монеты и украшения из золотых царских эшелонов? Кто распоряжался огромным состоянием в смутные годы гражданской войны? Сколько жизней было отдано за призрачную надежду разбогатеть? Какую роль сыграло русское золото в современной экономике? И кому, в конце концов, оно досталось?
Смотрите прямо сейчас. Уникальный проект РЕН-ТВ «Темная магия золота». Почему Российская империя владела самым большим запасом золота в мире? Больше, как в России, нигде золото не добывалось. Добывалось оно у нас. И только у нас. И как этим золотом собирался распорядиться император? Предусматривалось, что первый эшелон пойдет на освоение земель, на строительство дорог, строительство поселков и городов, а также строительство гидроэлектростанций. Кто помешал царской империи стать ведущей мировой державой? Троцкий, не пожалев и стянув в Казани 3 армии, он в результате захватывает Казань лично под своим командованием. И как грабили золотые эшелоны? Около 10 или 13 вагонов чуть бы в речку Тонь не свалились. Вдруг разбивался вагон. Вдруг из одного вагона пропало 11 ящиков. Почему адмирал Колчак не смог защитить русское золото? Его, естественно, попытался наказать Колчак. И тогда японский советник обратился, объяснил тоже Александр Васильевич, кто он такой. И что требовали от белогвардейцев китайцы? Они просто поставили заслон. Если вы хотите выжить, если вы хотите попасть в Приморье и Забайкалье, вот выполняйте наши условия. Где в итоге оказалось русское золото? Ведь золото, русское золото тоже оказалось за границей. И какую роль оно играет в мировой экономике? Сейчас мы имеем мир, в котором большинство стран тайно сопротивляются Федеральному резерву, и в котором формируется международный альянс, состоящий из 140 стран. Тайна русского золота. Смотрите прямо сейчас. Учебники истории советского периода твердили, царская Россия в начале 20 века вела полунищенский образ жизни, и несколько поколений свято верили этому вымыслу. С началом перестройки миф был развенчан. По экономическому развитию Российская империя обгоняла многие европейские страны. И не случись революции, Россия заняла бы ведущие политические позиции не только на всем евразийском континенте, но и в мире. В то время только Россия добывала золото в промышленных масштабах. И золото могло добываться сейчас стоит Россия после Африки, а в то время на первом месте стояло. Больше, как в России, нигде золото не добывалось. Добывалось оно у нас. И только у нас. Российское правительство и Императорская академия наук под патронажем Николая II разработали план стратегического развития страны на 10 лет. Эти годы должны были стать прорывом – экономическим, политическим, научным. Именно под эту программу и собрали огромный золотой резерв. Предусматривалось, что первый эшелон пойдет на освоение земель, на строительство дорог, строительство поселков и городов, а также строительство гидроэлектростанций. Второй золотой эшелон должен был пойти на нужды переселенцев, крестьян и промышленников, которые захотят обосноваться в этом регионе. Третий золотой эшелон должен был пойти на разработку природных богатств, природных недр. К началу Первой мировой войны золотой запас России был самым крупным в мире. Около 1500 тонн золота. Цифры подтверждают современные историки. Россия все-таки входила, скажем так, в группу ведущих стран мира, поэтому золотой запас был один из самых крупных в мире. И по оценкам историков, экономистов, он исчислялся примерно, если говорить в золотых рублях, это 1 миллиард 695 миллионов золотых рублей. Страны Запада в буквальном смысле слова горели желанием изъять этот золотой запас.
том, что был сформирован золотой запас на освоение Сибири и Дальнего Востока, этих богатейших мест, конечно же, стало известно Западу, в том числе Британии и Америке, как извечным соперникам России. После чего и началось активное уничтожение России как империи и как страны. Исследователи утверждают, все мировые войны 20 века были направлены на то, чтобы вывести золотой запас Российской империи, а значит лишить ее финансового могущества. Однако у Европейского масонского ордена была и другая миссия – навязать России мировую войну, в которой она должна победить, а следом захватить всю Европу. И тогда в кровавом хаосе европейцы обратятся к мировому правительству с просьбой взять все под свой контроль. С началом Первой мировой царское золото начали спешно вывозить из Санкт-Петербурга в хранилища Нижнего Новгорода и Казани. Когда немецкие войска, германские войска стали активно наступать на западные границы, а военные успехи у России были только на Южном фронте, где успешно действовал корпус генерала Брусилова, и германские войска стали подходить вплотную к столице России, правительство приняло решение об эвакуации золотого государственного запаса в тыловые города. Основная часть российского золотого запаса попала в Казань. Там был современный банк, современный в том смысле, что недавно его там реконструировали, там были современные хранилища, довольно обширные. Он оказался глубоко в тылу, далеко от фронта. Кто мог подумать, что фронт гражданской войны пойдет именно по Волге, что там, собственно, основные события развернутся летом 18 года. И нужно сказать, что золотой запас – это, в принципе, не только, скажем так, золотые или серебряные монеты. Это еще и различные украшения, это и слитки из золота и серебра. И на это имперское золото объявили настоящую охоту. Несколько железнодорожных эшелонов хотели прибрать к рукам многие – большевики, меньшевики, западные империи и, конечно же, теневые правители мира, тайные ордены масонов и иллюминатов. Но вряд ли кто-то мог предположить, что главную роль в расхищении золота сыграет плененная чешская армия. Белочехи. Так презрительно называли военнопленных чешской армии. Несколько тысяч чешских стрелков сложили оружие в Галиции и Буковине. Керенский внезапно отдается приказ собрать вот этих белочехов из лагерей для военнопленных и создать из них дивизию. Через 2 месяца, даже, пардон, через полтора месяца, важны даты, эта дивизия разрастается до 45 тысячного корпуса. Это вообще-то по силе равный 2 корпусам русской армии по числу штыков. Александр Керенский, министр-председатель Временного правительства, наивно полагал: чешские пленные примут российское подданство и будут воевать на стороне империи, то есть за царя. Но воевать сразу на 2 фронта против набирающей силу Красной армии и интервентов Германии с Австро-Венгрией. Керенский, вы понимаете, что нарушаете все мировые законы, Гаагское соглашение, все конвенции. Мы не имеем права использовать военных заключенных для создания не то что армии, даже подразделения. Что о нас подумают в Европе? Да мне чихать, что нас скажут в Европе. Нам нужно спасать империю. Большевики заключили мир с Германией на границе с Украиной. Что это значит? Нам нужно бросить туда все силы, которых у нас нет. Зато бездействует 45 тысяч чешских штыков. Мы отправляем их в Европу через Владивосток. Как председатель Временного правительства я уже отдал распоряжение на Транссибирскую магистраль. 63 состава, по 40 вагонов каждый, через всю Россию. В Челябинске произошла диверсия. Чехам выдали чистый спирт. В этот момент, когда прибывают чехи на вокзал Челябинска, там стоят эшелоны с мадьярами, венграми, военнопленными, которых из Сибири везут на родину. Это были, две нации, которые терпеть не могли. И всегда, почти всегда, даже до 14 года были массовые драки даже в австро-венгерской армии между чехами и венграми. И увидели, естественно, пьяные чехи не могли сдержаться, и началась грандиозная драка со стрельбой. Пьяные солдаты разгромили оружейный арсенал и захватили 2800 винтовок
и артиллерийскую батарею. Этот бунт вошел в учебники истории как Белочешский мятеж. Чехов неожиданно поддержал российский генерал Каппель. Объединенные силы напали на Красную Казань, где хранилось золото Российской империи. Полковник Владимир Каппель, возглавляя часть своих войск, с помощью удачного рейда при поддержке чехословацких легионеров сумел захватить Казань. И в августе 1918 года вот этот запас оказался в руках антибольшевистских сил. Вот телеграмма генерала Каппеля после взятия Казани. Трофеи не поддаются подсчету. Захвачен золотой запас России. Пересчитали все деньги, и уже первые пароходы с этими деньгами, 2 парохода было загружено золотым запасом. Эти деньги были сначала переправлены в Самару, потом эти деньги по железной уже дороге были отправлены в Уфу, и уже потом они отправлены в Омск, в ставку адмирала Колчака, который объявил себя верховным правителем России. Адмирал Колчак к тому времени контролировал практически всю Сибирь и называл себя верховным правителем. Знакомые слова для ушей любого масона. Александр Колчак был завербован британской масонской ложей во время русско-японской войны. А правящая верхушка страны восходящего солнца тогда уже шла в фарватере стратегии иллюминатов. Позже Колчак побывал и в Америке, где была создана Федеральная резервная система. Можно сказать, что его начали разрабатывать в Британии еще в начале русско-японской войны. Тогда, как известно, он попал в плен в Японию, после чего он был в Америке. И в 1914 году он был награжден орденом Бани второй степени. Это высокий британский орден, чему несказанно были удивлены все окружение Колчака. Тогда он был в ранге капитана первого ранга. Но это было своего рода презентом ему от масонских кругов Британии. Колчак не отрекался от России. Искушенные в интригах иллюминаты использовали адмирала в своих интересах. А он в патриотическом порыве и с чувством долга считал, что спасает Родину. Колчак считал, он отлично понимал, что в России гигантские долги, потом будут большие расходы по восстановлению России, и золото нужно использовать в общенациональных целях. И он не имеет права распоряжаться имперским бывшим золотым запасом. Но когда выяснилось, что денег нет, воевать, в общем-то, не на что, то колчаковские финансисты стали золото потихоньку продавать. Он действовал, тем не менее, по инструкции, разработанной для него, то есть по сценарию, разработанному под него. В этой гонке за имперским золотом проиграли и большевики. Лев Троцкий, командующий Красной армией, спешил в Казань, но не успел. Троцкий, не пожалев и стянув в Казани 3 армии, он в результате захватывает Казань лично под своим командованием. Он даже уехал с Царицынского Восточного фронта только для того, чтобы отбить у белочехов и у генерала Каппеля, фактически отбить вот этот золотой запас Российской империи. Так кому же достались золотые эшелоны и как эти люди распорядились свалившимся богатством? Тайна русского золота. Смотрите далее. Кто и как грабил золотые эшелоны Российской империи? Вдруг разбивался вагон. Вдруг из одного вагона пропало 11 ящиков. И почему-то представители чешской охраны отказывались фиксировать это в актах. Почему адмирал Колчак не смог защитить русское золото? Его, естественно, попытался наказать Колчак. И тогда японский советник обратился, объяснил тоже Александр Васильевич, кто он такой. Что требовали от белогвардейцев китайцы? Они просто как бы поставили заслон. Если вы хотите выжить, если вы хотите попасть в Приморье и Забайкалье, вот выполняйте наши условия. И кто дал добро на вывоз золота в Чехословакию? К командиру чешского, белочешского корпуса прибыли 3 политических комиссара президента Бениша. Почему царская империя не стала мировой державой? Америка объегорила Колчака, объегорила Россию, предоставив
Кроме всего прочего, огромное количество бумаги в виде облигаций и займов. Где в итоге оказалось русское золото? Ведь золото, русское золото тоже оказалось за границей. И какую роль оно играет в мировой экономике? Сейчас мы имеем мир, в котором большинство стран тайно сопротивляются Федеральному резерву, и в котором формируется международный альянс, состоящий из 140 стран. Тайна русского золота. Смотрите прямо сейчас. Вы видите уникальные исторические документы, полученные нами из чешского архива. Бумаги связаны с именем подполковника чешской армии Миколаша Чила. Это рапорт и акты передачи чехами царского золота большевикам. Вот современные печати Государственного архива Чехии. Документ действительно исторический. Но где и когда чехи передали золото? Зачем они это сделали? Кому в руки попал золотой эшелон? Казанский золотой запас поделили между собой белочешские мятежники, генерал Капель и адмирал Колчак. Часть чешских военных двинулась на запад, а часть на восток. И у каждой из них было русское золото. Именно это несметное богатство всего через несколько лет стало фундаментом чешского национального банка «Легионер». То есть банк легионеров вот этого корпуса. Это золото было в банк внесено. Это был самый крупный пражский банк, существовавший с 19 года. Именно на этом банке, именно на его золотых запасах, на процентных даже ставках поднималась вся экономика Чехословакии того года, того времени. Именно это русское золото помогло Чехословакии стать одной из определяющих держав Европы. Каждый второй чешский стрелок, добравшийся до дома, мог навсегда забыть не только о военной службе, но и вообще о работе. Очень многие чешские предприниматели, собственно, ведут свои корни. Они были, с голым задом в 2014 году, и когда пошли в армию, вернувшись из Сибири, стали очень состоятельными бизнесменами. Наше российское золото надо искать в Чехословакии. Русское золото объединило Чехию и Словакию. Организатор нового консолидированного государства Эдвард Бенеш буквально настоял, чтобы вернувшиеся домой солдаты финансировали слияние двух стран. Бенеш посылает в Россию своих эмиссаров. К командиру чешского, белочешского корпуса прибыли 3 политических комиссара президента Бенеша, которые фактически договорились со своими земляками о вывозе русского золота в Чехословакию. Но тогда какие документы оказались в наших руках? И какое золото передали чешские военные большевикам? Зачем они это сделали? И что стало с золотым эшелоном адмирала Колчака? Александр Колчак, отступая на Дальний Восток, опирался на военную помощь Англии и Франции. Он, как истинный патриот, хотел спасти Российскую империю, но даже не подозревал, что зарубежные благодетели отвели ему незавидную роль марионетки. За поставки оружия от Колчака требовали золота, а в ответ он получал лишь бумаги, которые на фронте были бесполезны. Тогда, в 1917 году, с миссией в Японию прибыл князь Львов. Он договорился, что Америка предоставит армии Колчака винтовки, патроны, амуницию, а также некоторые иные предметы, необходимые для снабжения армии, через британцев в обмен на золото, что и было сделано. Самое смешное в этой грустной ситуации то, что Америка объегорила Колчака, объегорила Россию, предоставив, кроме всего прочего, огромное количество бумаги в виде облигаций и займов. Князь Георгий Львов был последним министром внутренних дел Временного правительства. Он же возглавлял и первое коалиционное правительство России. Но Колчак не знал, Львов работал не во благо,
а во вред Российской империи. Когда решалась судьба русского золота, то через князя Львова решили таким образом повлиять на Колчака, забрать у него золото в обмен на вооружение. Золотой эшелон Колчака опустошали не только зарубежные союзники, но и те, кто был рядом. На него претендовали вот помимо основных участников этой гражданской войны еще и многочисленные полевые командиры, в том числе и формально подчиненные Колчаку. Такие, например, как вот печально известный атаман Анненков, ну и некоторые другие рангом пониже. Остановить этот грабеж средь бела дня Колчак был не в силах. Тяжелые драгоценные слитки еще можно было сохранить нетронутыми, но монеты и украшения утекали сквозь пальцы. Золотой запас состоял из золотых, серебряных монет, из слитков золотых, из украшений. Охранники золотого эшелона занимались грабежом и пускались в бега. В смутное время гражданской войны таких дезертиров никто не искал. Перегружали и замотали, что называется, исчезли, чтобы золото. Это в этом мешке стандартном было золото на 60 тысяч золотых рублей. Да? Ну, это не так мало для отдельного человека, да? Но в масштабах, повторяю еще раз, золото Колчака, золотого запаса Российской империи в целом, это, конечно, абсолютно ничтожная величина. Транссибирская магистраль стала несчастливой для имперского золота. В пути происходило слишком много странного. Около 10 или 13 вагонов чуть бы в речку Томь не свалились. Вдруг из одного вагона пропало 11 ящиков. И почему-то представители чешской охраны отказывались фиксировать это в актах. Отказывались. Почему отказывались? А потому что вот эта вот смешанная охрана. Надо тут разбираться в конкретном случае самостоятельно. Кто находился на карауле? Чехи или представители русской армии? Это кадры советской героико-приключенческой картины 1959 года режиссера Ильи Гурина «Золотой эшелон». Главный герой, которого сыграл Василий Шукшин, Андрей Низовцев, пытается остановить поезд адмирала Колчака. Вы не посмеете. Есть же у вас совесть. Совесть. Вот ваша совесть. То есть там тоже версия такая, что Колчак якобы этот золотой эшелон хотел отправить своим союзникам за границу, а советские подпольщики, большевики не дали этого сделать. И погнали, украли этот золотой эшелон, увели и погнали его на запад, так сказать, в сторону приближающейся Красной Армии. Но сделать этого не смогли, и часть ящиков с золотом они укрыли, где-то спрятали в карьере недалеко от железной дороги. При этом многие из них, практически все погибали. Даже в советское время, спустя несколько десятилетий после гражданской войны, понимали, золото Российской империи можно найти где угодно. Стоит лишь копнуть глубже. Забайкалье и Дальний Восток во время гражданской войны оказались в руках казачьего атамана Григория Семенова. Позже Колчак произвел Семенова в генерал-лейтенанты Белой армии. Но за какие заслуги? Почему анархисту, самовольно захватившему российскую землю, дали столь высокое звание? Атаман Семенов контролировал важнейшую дорогу на восток – Транссибирскую магистраль. По ней продвигались и чешский золотой эшелон, и эшелон адмирала Колчака. Сокровища Российской империи шли анархисту прямо в руки. Очень силен атаман Семенов. В 19 году его практически добровольная армия контролирует всю Манчжурию, контролирует весь Забайкальский край, контролирует те даже примонгольские степи, которые считались, не российской территорией. Атаману Семенову тоже нужно золото. И он отбивает фактически у белочехов целый эшелон с этим золотом. Чехам, плохо разбиравшимся в постоянно меняющихся российских чинах и регалиях, оставалось только подчиняться самозванцу. Тот же атаман Семенов, который присвоил себе, бывший Исаул, присвоивший себе генеральский титул, захватил восточную часть Транссибирской магистрали, там грабил эшелоны.
Сколько золота Семенов оставил себе, неизвестно. Но есть документальные свидетельства. Часть награбленного атаман пустил на вооружение своей народной армии. Колчак был разъярен самоуправством анархиста Семенова. Семенов потратил эти золото на содержание своего воинства и вот на такую экзотическую цель, как финансирование деятельности барона Унгерна в Монголии. Семенов дал Унгерну 7 миллионов, золото на 7 миллионов рублей золотых, для того, чтобы он поднимал монголов на борьбу с Третьим интернационалом. Это не анекдот, это исторический факт. Вместо того, чтобы сохранять золотой запас, атаман его разбазаривал. Но за Семенова неожиданно вступились. Его, естественно, попытался наказать Колчак. Вот тогда что японский советник обратился, объяснил тоже Александр Васильевич, кто он такой. И, соответственно, тоже пришлось приказ отменять. И Семенов по-прежнему был самовластным господином в восточной части Транссибирской магистрали. Позже японцы откровенно хвастались царским золотом, которое они получили почти даром. Япония признавала и показывала журналистам: вот хранится у нас золото, это российское золото. Вот оно хранится, слитки с гербами Николая II, двуглавые российские орлы. Кому же на самом деле предназначались имперские сокровища? Кто разбогател на грабеже золотых эшелонов? И где сейчас находится русское золото? Смотрите далее. Что требовали японцы от белогвардейцев на Дальнем Востоке? И японцы потребовали предоставить на временное хранение и, в общем-то, большую часть оружия и золота. И как терялись целые вагоны золотого эшелона? Если 2 марта по акту было передано 18 вагонов, то из Иркутска-то ушло в Омск не 18, а 13. Кому адмирал Колчак заплатил больше всего? Армия Колчака держалась в основном за счет военной и экономической военной помощи Америки, Англии, Франции, Японии. И где сегодня могут попытать счастье кладоискатели? Да, партизаны возле озера Байкал попытались взорвать один эшелон. Кто мог вернуть Сталину имперское золото? Генерал Семенов, второй человек, который мог вернуть это золото, был передан японцами большевистской стороне и повешен. И где оно в итоге оказалось? Ведь золото, русское золото тоже оказалось за границей. Тайна русского золота. Страна восходящего солнца стала шансом на спасение практически для всех белогвардейцев. Генерал Петров, преследуемый Красной армией, сдал золото на хранение японцам и позже пытался вернуть его обратно. Японцы потребовали предоставить на временное хранение и, в общем-то, большую часть оружия и золота. Это золото потом назад не вернулось. Генерал Петров пытался в судебном порядке вернуть это золото назад уже после гражданской войны, но ничего не получилось. То есть суд признал, что коль не существует тех структур, которые передавали золото японским военным, значит, японская сторона ничего не должна. Учитывая, что правящую Японией династию Мэйдзи в то время вооружила Британская империя, становится ясным, кому на самом деле досталось русское золото. Правящей верхушке тайного правительства. Своих бывших друзей японцы без сожаления бросили на растерзание большевикам. Возвращать царское золото в Россию никто не собирался. А вот генерал Семенов, второй человек, который мог вернуть это золото, он, как известно, в 1945 году, после того, как стал заявлять свои права на русское золото, был передан японцами большевистской стороне и повешен. Атамана Семенова японцы выдали в августе 1945 года. Вот фотография Григория Семенова, сделанная сразу после ареста. Беглый генерал умолял Сталина сохранить ему жизнь и обещал рассказать, где он спрятал царское золото. Семенов готов был отдать все.
И он бы, я уверен, выкопал бы эти 50 тонн, которые якобы он сохранил. И если бы Сталин не пообещал ему жизнь, необходимо было Сталину позарез, он бы на это не пошел. Золото так и не нашли. А Григория Семенова казнили как врага советского народа и активного пособника японских агрессоров. Но значит ли это, что золота у атамана не было вообще? Кто нашел спрятанные сокровища? И где царское золото находится сейчас? Золотым эшелоном на Дальний Восток не жалел средств на вооружение. За спасение империи и свою жизнь он платил втридорога. Армия Колчака держалась в основном за счет военной и военной помощи Америки, Англии, Франции, Японии. За это приходилось платить. Причем платить неадекватно. Колчак платил, не считая, отсыпал золото, где-то порядка трети, ушло на оплату вооружения, амуниции, которые пришли через Транссиб из Англии и Франции. Большую часть имперского запаса Колчак оставил нетронутой и благополучно довез до Иркутска. Именно этот город стал финальной точкой в жизни белого адмирала. Кто предал Колчака в Иркутске и кому достался золотой эшелон? Исторические хроники подтверждают, в Иркутск прибыли 52 вагона золотого эшелона. Армия Колчака тогда наполовину состояла из чешских военных. Но бывших интервентов беспокоило не спасение России, а собственная эвакуация домой. Чешское командование выдало большевикам и Колчака, и золото. В обмен чехам гарантировали возвращение на родину. В 19 году этим золотом было заплачено за голову адмирала Колчака. И Белочехи договорились с большевиками, что им дают дорогу за 405 миллионов золотых рублей. Они должны были отдать этот золотой запас России, а именно Троцкий потребовал, чтобы минимум было 500 миллионов, но чехи отдали только 405 миллионов золотых рублей и голову Колчака. Так вот о чем говорят документы из Государственного чехословацкого архива. Это и есть то самое гарантийное письмо, в котором указано, сколько чехам пришлось заплатить за свою жизнь. Когда остатки золотого эшелона под охраной большевиков пришли в Омск, случился скандал. Если 2 марта по акту было передано 18 вагонов, то из Иркутска-то ушло в Омск не 18, а 13. И вдруг появился номер вагона, который первоначально в первом акте американского производства не значащийся. Почему-то исчезли мешки, а они были. Количество мешков было довольно серьезное. Видите, какая перетрубация очень интересная. Судьбе бывшего верховного правителя России и держателя самого крупного золотого состояния на земле, адмирала Колчака, не позавидуешь. Его расстреляли, а тело утопили в полынье. В июне 1921 года Советский народный комиссариат составил справку. За период правления адмирала Колчака золотой запас России сократился на 182 тонны. Где находится это золото? И пытались ли его искать? А во время его предислокации из Казани, скажем, в Самару, силами подполковника Капеля, 11 офицеров умыкнули 6 тонн золота при транспортировке от казначейства до пароходов. И оно было закопано в 23 километрах в лесу под Казанью. Об этом поведал один из оставшихся живых поляков в Этеску. А вся бригада, которая занималась этим захоронением, при выходе из леса она попала на красный казачий конский разъезд и была перебита. Он один остался в живых. Чекисты потом тщательно занимались, но следов этих так и не обнаружено. Советская власть не оставляла попыток найти золото Российской империи. Профессиональные археологи и кладоискатели перерыли почти всю Транссибирскую магистраль и ее окрестности. С советских времен
еще у нас предпринимаются всякие экспедиции по поиску знаменитого колчаковского золота. Его ищут там на дне рек, где-то там зарытых около железнодорожных станций. В новейшее время на дно озера Байкал спускали глубоководные аппараты. Историки верили, на дне лежат несколько вагонов золотого эшелона. Чем же закончились поиски имперских сокровищ? Смотрите далее. Как отправляли под откос золотой эшелон? Да, партизаны возле озера Байкал попытались взорвать один эшелон. И что требовали от Колчака китайцы? Вы просто как бы поставили заслон. Если вы хотите выжить, если вы хотите попасть в Приморье и Забайкалье, вот выполняйте наши условия. Кому досталось золото Российской империи? До сих пор историков интересует вопрос, куда же ушло золото Колчака. 3 этих золотых эшелона, которые были сформированы на нужды и развитие региона Дальнего Востока и Сибири. И какую роль играет русское золото в современном финансовом мире? Сейчас мы имеем мир, в котором большинство стран тайно сопротивляются Федеральному резерву, и в котором формируется международный альянс, состоящий из 140 стран. Тайна русского золота. В 2006 году на дно озера Байкал опускались глубоководные исследовательские аппараты. Историки и кладоискатели верили, на дне лежат несколько вагонов золотого эшелона адмирала Колчака. Да, партизаны возле озера Байкал попытались взорвать один эшелон. И наши экспедиции, которые и КГБ посылала, и ФСБ потом посылала, и даже наши археологи, которые как бы сами по себе кладоискатели, любители кладоискатели, попытались найти на дне Байкала. Только буквально в 2006 году глубоководный аппарат спустили в Байкал, и он обнаружил там только лишь вагоны времен Гражданской войны. Но ни золота, ни золотых слитков обнаружено не было. Такая находка может означать лишь одно. Подрыв поезда был провокацией. Под откос ушли пустые вагоны, а золото осело в чьих-то карманах. Ведь золото, русское золото тоже оказалось за границей. Оно оказалось в Банке Франции. И золотые сертификаты французского банка такие же золотые сертификаты, как и, значит, колониальные расписки ФРС. Знаменитые 50 тонн золота, спрятанные атаманом Семеновым в конце Гражданской войны, искал Комитет государственной безопасности СССР. КГБ организовала несколько секретных военных экспедиций. Но даже при таких масштабных поисках ни грамма золота не нашли. Для станции «Тайга», когда отступал первый запасный сибирский полк, есть свидетельство, что под натиском красных и не имея возможности быстро убраться из этих мест, также в лесу на глубине 5 метров была, видимо, закопана, скорее всего, полковая казна. Однако там в том числе и находились золотые изделия пробирной палаты и золотые самородки Горного института, церковная утварь, немалой ценности, несколько сот пудов. Их также не могут найти до сих пор. В 1972 году дело отправили в архив. Историки вернулись к нему только спустя 20 лет, с падением железного занавеса. В 1994 году американский историк русского происхождения Сергей Петров подготовил доклад «Куда делось российское золото?». И в этом докладе он, в общем-то, доказывает, что основная часть золота осталась у советской власти, у большевиков, но, возможно, конечно, часть золота, которая не была реализована в виде каких-то поставок военных, потому что белые проиграли, какие могут быть поставки, да? Их уже, так сказать, не было, их режимы пали. Часть золота, возможно, осела в зарубежных банках. Где же теперь находятся золотые эшелоны, которые должны были вознести Российскую империю на вершину политического и экономического Олимпа? До сих пор историков интересует вопрос, куда же ушло золото Колчака.
3 этих золотых эшелона, которые были сформированы на нужды и развитие региона Дальнего Востока и Сибири. Япония. С ней рассчитывались за оружие адмирал Колчак, атаман Семенов и чешские стрелки. А генерал Петров и вовсе сдал золото японцам на хранение, но получить обратно его не смог. Чехословакия. Именно русское золото стало гарантом объединения 2 соседних государств и бурного экономического роста страны. Великобритания. Англичане собрали дань со своих подчиненных – Японии и Чехии. Китай. Поднебесная получила свой куш с золотого эшелона. В Приморье поезда шли по китайско-восточной железной дороге. Неужели китайцы упустили бы возможность заработать? Нужно было двигаться по территории Китая, чтобы попасть в Приморье. И поэтому они просто как бы поставили заслон. Если вы хотите выжить, если вы хотите двигаться дальше, вы хотите попасть в Приморье из Забайкалья, вот выполняйте наши условия. После революции и гражданской войны большевики подсчитали, сколько золота осталось для них. Оказалось, не так уж и мало. И с этим золотом пришедшие к власти не церемонились, особенно Лев Троцкий. Лев Троцкий к середине 20-х годов захватил почти всю власть в стране Советов. Историки и сегодня имеют веские причины считать Троцкого самым успешным тайным агентом британской разведки Ми-6. Дойти практически до вершины правления огромной страны и обескровить ее экономику может только гениальный человек. А русское золото за рубеж Троцкий отправлял под любым предлогом. Он платил своим хозяевам. Была заключена огромная сделка на 200 тонн золотого запаса России. И была она заключена на поставку Швеции и Англии якобы паровозов. И Троцкий доказал на Совнаркоме, а уже некому было доказывать. Ведь фактически Троцкий остался во главе всей страны Советов. И он решил, что стране Советов нужны паровозы, срочно они нужны. 200 миллионов тонн золота из золотого запаса России были отданы вот под эту огромную сделку Швеции и Англии, которая исполнялась фактически в течение 4 лет. Буквально до 26 года. Конец золотой вакханалии был положен только в 27 году. Сталин на закрытом пленуме впервые назвал Троцкого врагом народа. Но к тому времени от царского наследства остались жалкие крохи. Буквально за 13 лет весь золотой запас Российской империи съели все политические группировки, все страны Европы, которые за это русское золото фактически боролись. Они поделили этот золотой запас фактически между собой. Когда Сталин пришел к власти и начал коллективизацию, ему доложили, в казне осталось 138 миллионов рублей от 1 миллиарда. России и ее золотому запасу была объявлена война на нескольких фронтах. И в этой войне Россия проиграла. Можно сказать, что Чехословакия однозначно поднялась за счет русского золота. Промышленность, экономика – все это благодаря русскому золоту было поднято. И, несомненно, прорыв Америки также, экономический прорыв Америки был связан с тем, что эта страна овладела большой частью русских богатств. Также нельзя забывать, что и великий прорыв Японии, без сомнения, связан с похищенным русским золотом. Страна сохранила целостность в обмен на свой золотой запас. Но в чьи руки попала имперская сокровищница? Достаточно вспомнить секретный пакт японского императора Хирохито с Великобританией и договор китайской династии Гоминдан с Федеральной резервной системой США.
Именно эти страны перевезли якобы свое золото в американские хранилища, а вслед за ними в США потянулись и европейские корабли. Это значит, вставший на ноги Федеральный резерв хранил в своих подвалах золото Российской империи. Резервный фонд Америки был пополнен за счет русского золота, и не только золота, но и других ценностей. Можно также вспомнить, что американские промышленники, они мелочились до такой степени, что в 18 году во времена правления в Сибири Колчака вывозили оттуда все, вплоть до льна, пеньки и любой другой мелочи. Шкуры, естественно, камни драгоценные, вот лес, все, чем богата эта территория, вплоть до гвоздей, вывозилось в Америку. Сопоставив все эти шокирующие факты, легко сделать вывод. Финансовое благополучие и экономическое богатство США основано на украденном русском золоте. Сильная держава никому не нужна. Америке в первую очередь. Поэтому все делается для того, чтобы держать Россию в стране изгоев, не давать ей выход на широкую арену, блокировать какие-то важные инициативы, не спускать сырьевой иглы и так далее. По-моему, здесь очевидная вещь. Кто управляет миром сегодня, далеко не секрет. Одна из частей зловещего плана мирового правительства была выполнена полностью. Ни Первая, ни Вторая мировые войны не привели тайные ордены к власти, но озолотили их. Я очень рад, что эти планы не удались, потому как сейчас мы имеем мир, в котором большинство стран тайно сопротивляются Федеральному резерву, и в котором формируется международный альянс, состоящий из 140 стран с целью разрушения этой системы. Как трудно осознать, что миром правит всего несколько человек. И как легко отогнать мысль, что люди являются лишь разменным материалом в страшных играх транснациональных корпораций. Человек не желает верить в теорию заговора, он просто закрывает глаза. Но какую стратегию тайные ордены выберут завтра? А может быть, они уже реализуют свои планы, но мы об этом не знаем или не хотим знать?